Окей, не пугайтесь. Я решил подключить на озвучку бота, ибо очень хотелось рассказать вам об Back 4 Blood, но не хочу позориться моим микро, который остался в живых. Мой обычный микро сдох. Помянем его. Так или иначе, давайте к делу. Недавно черепахи устроили шумиху с их новым проектом Back 4 Blood. Они показали два видео, один кинематографичный, второй геймплейный. Я проснулся утром и записал все это дело в наш дис. Кстати, в нашем дис-сервере мы держим вас в курсе всех новостей о Бладе и, может, разыграем коды. Давайте осмотрим трейлер для начала. Начнем с синематика, и сразу он мне напомнил трейлер первой лефты. О да, черепахи в деле. Также не менее крутые были персы, которых показали. Да, зомби в этой игре не такие колоритные, как в Left, их можно разделить на противных и огромных, в то же время как в Left все мелкие. Выжившие напоминают выживших из первой части и немного со второй. Больше всех мне зашел женский персонаж, она выдалась красивой молодой девушкой. Новый секс-символ. Смотря на зараженных, мы понимаем, что это совершенно новый вирус. Начало берет он с паразита, и вероятнее всего сделан он человеком. Зомбей показали немного. И все те, кто есть, довольно слабенькие для сражения, как по мне. Но не будем лить слезы раньше времени. Сражения еще нету. По показанному геймплейному трейлеру стартуем мы в убежище. По пути берем пушки и отстреливаем ходячих. Дальше идут боссы, которые могут нанести серьезный вред. Нас хватает, и мы видим смерть негра, за которого мы играли. Также было показано пару фишек игры. Первая — это быстрая граната. Вторая — рукопашная. Эта система в играх не нова. Получается уже какой-то Battlefield. Также мы видим, как атачит местный громила. Он бьет рукой, и сюрф отлетает с криком. Дальше зрелищные кадры отстрела лизунов, которых не поместили в Left. Подробнее о лизунах в этом ролике по подсказке. Затем мы видим взрыв пропана из-за выстрела с дигла. Можно понять, что пропаны здесь будут взрываться в воздухе. Далее идут короткие кадры и отстрел шизоидов в смирительных рубашках, находящихся в местной дурке ромашка. Смена кадра на сельхозместности, прыжок местной охотницы. Снова смена кадра, где выживший с пуликом херачит ходячих. Затем убивает охотницу, которая плевалась белой жижкой. 360 и убивает жердяя с винтовки ДМР. Кадр Молотова, и наша сасная девочка убегает, понимая, что этот дурачок кинет Молотов. И он его кидает. Далее смена кадра, но уже можно понять, что мы не бессмертные, урон от Молотова получаем. Трейлер кончается на интро Блада и инфа о том, что мы можем получить преордер. Спойлер, мы нихуя не получим. Пока о игре известно мало, но вся движуха была в Discord-сервере, я нашел интересную инфу о игре. Например, админы, возможно, серьезно сказали, что зараженного будут звать Риду. Переведите это в Google Translate, я вас удивлю. Далее была инфа о том, что воркшоп никто не отменял, разрабы не сказали нет. Так что ждем модов, где будут зомби из Left. Теперь о получении того самого ключа. Здесь черепахи затянули. Ночью админ пинганул о том, что в новом чате идет раздача ключа. Вы пишете Enter Giveaway. Бот отмечает ваш комп галочкой и пишет в личные сообщения, что вы приняли участие. И тут ждете, пока вам выдадут ключик. Ключ выдают в разное время для каждого. На нашем сервере почти каждый получил ключик. Также я читал юридическое соглашение черепах. Там вообще я был в шоке. То есть, если вы близкий человек разработчику, то вы не можете получить якобы ключ. Конечно, может быть, я дурачок читал наспех, но если вы шредер или мастер сплинтер, то идете лесом. Также есть возможность подписаться на рассылку Back 4 Blood. Но тут все размыто, ибо я переходил даже не по своему ключу, а по ключу, который мне любезно предоставили. Вот ввели мы код в Steam, и у нас есть игра. Не хочу хвастаться, но я запустил ее в 8К 60 FPS на ультрах. Жаль, с движком обманули, оказалось, игра сделана в блокноте. Ну тогда у меня и ваш модный киберпанк тянет на ультра в 120 FPS. Как же я люблю игры в TXT. Но если говорить серьезно, то игра будет у вас только 17 числа. В 11 по Pacific Standard Time. Не раньше. Так что сейчас остается только ждать, что еще об игре скажут черепахи. К слову, после того, как вы пощупаете альфу, вы будете покупать игру уже за full прайс. Также подтвердили слух о том, что игра будет напрямую связана с перками. И как бы игра не превратилась в гвинт, ибо там уже обещают колоды. А я ведь даже в дурака играть не умею. Ну что же, придется строить домик из карточек. Таким занимаются каждый, кто не умеет играть в карты. Если обобщать, игра мне зашла. Именно так я представлял творение черепах. Жаль, реальные черепахи не делают игры. К слову о минимальных требованиях, вот они. Intel Registered Core TM i5
8500 КПА, собака 3,0 ГЭС, 6 КПАС. 8 гигабайт RAM. Видеокарт. Шфорск TK 770 Radeon RX 480 Higher. Windows 10. Как же классно этот дурачок читает текст.